Новость, которая не так уж сильно затронула политизированную часть интернета, но как катком прошлась по людям, которые политикой вообще не интересуются, но являются детьми или родителями, это блокировка популярнейшей онлайн-игры Roblox. Блокировка случилась совершенно неожиданно. Упала на всех как наковальня. И теперь очень многие из тех, кто готов был смириться со всеми прошлыми блокировками, принялись качать и ставить себе VPN. И правильно. Именно поверхностная аполитичность сервиса делает эту ситуацию в какой-то степени новой, дает нам повод обсудить, что бы это могло значить. Перед тем, как начнем, не могу тут не напомнить. В описании есть наша инструкция, как обходить блокировки в России, как вернуть себе нормальный интернет без ограничений. Один из способов там VPN Liberty, который предлагает бесплатный доступ на 30 дней без привязки карты. Просто через Telegram раз и включается. Что объединяет Snapchat, FaceTime и Roblox, заблокированные Роскомнадзором практически в один момент? Они обеспечивают связь. Да, и Roblox тоже. Онлайн-игры на самом деле такие мессенджеры на максималках. Через них люди знакомятся, дружат, обмениваются новостями, женятся и так далее. Онлайн-игры в этом смысле вообще великий объединитель. Всю дорогу русские и украинцы в них играли вместе, в одних командах, и это было одним из инструментов, благодаря которым существовала постсоветская общность. Онлайн-игры даже более мощный коммуникатор, чем мессенджеры, которые все-таки в большей степени предназначены для общения уже знакомых людей. Тогда как в онлайн-играх незнакомые люди, заняты общим делом, помогают друг другу, создают кланы, союзы и другими способами наводят горизонтальные связи. Механика онлайн-игр прям-таки заточена на то, что один в поле не воин. В этом залог их популярности. Тут друзей могут найти те, кто смущается на кассе пакет попросить. Без запрета на онлайн-игры изоляция российских граждан от внешнего мира будет неполной и довольно бесполезной. Весьма логично, что вслед за популярными мессенджерами, за WhatsApp и Telegram пошли совсем уж для наших широт экзотические FaceTime и Snapchat, а вместе с ними и Roblox. Roblox тут, конечно, не последняя жертва. Наоборот, можно сказать, первая такого типа и масштаба. Популярных онлайн-игр много, играют в них десятки миллионов. Мужики за 40 рубятся в танчики всех форм и видов. Молодые люди гоняют в Counter-Strike и Dota. И, конечно, главная аудитория онлайн-игр – дети и подростки. Вопрос тут очевидный. Зачем портить людям жизнь? Мало что ли за последнее время у россиян поводов охреневать от решений своего государства? НДС повысили, утильсбор людям на голову сбросили, YouTube блочат, WhatsApp и Telegram терзают, мобильный интернет работает на честном слове, экономика в стагнации, каждую неделю появляются новые инициативы, как бы еще залезть гражданам в карман. Вот с осени у нас теперь сбор за всю электронику. Вроде бы до выборов в Госдуму осталось всего ничего. Не время сейчас людей бесить. И ладно еще, когда людей трясут на деньги. Это объяснимо хотя бы. Бабло ж нужно где-то брать. Экономика расти перестала, а долги государства и его расходы не перестали. Всякая жесть с электронными повестками, опять же, объясняется войной. Чиновники крутятся как могут, чтобы достать где-то людей для Путина. Куда им деваться? Но с блокировкой Роблокса, вроде как совершенно на ровном месте, людям портит настроение, когда у них и без того стрессовый период. С какой целью? Загадка. Заходят при этом через детей, а это вообще так себе затея. Но только представьте, человека на заводе перевели на 4-дневку, он вернулся из магазина, где все подорожало, жена не смогла дозвониться по WhatsApp, и вместо курицы он купил сосиски. Значит, жди скандала. А тут еще дети со своим Роблоксом. Нигде от родного государства не скрыться, везде оно лезет и везде вредит. Звучит как-то совсем нехорошо. Если бы мы считали государство этаким монолитом, где все руководствуются единой логикой, то легко нашли бы связь одного с другим. Например, что лучше уж пусть люди обсуждают блокировку игровой онлайн-платформы, а не повышение НДС в 26-м, с помощью которого государство собирается забрать по 8 тысяч рублей из кармана каждого россиянина, включая новорожденных, у которых даже карманов нет. Или такая версия. Заблокировав Roblox, чиновники под шумок окончательно придушат WhatsApp и Telegram. Или так. Пока все обсуждают блокировку платформы для детских игр, военкоматские рейды в аэропортах проходят фоном и не привлекают всеобщего внимания. Можно зайти еще дальше.
Вот, мол, на таких мелких историях у публики абсолютно отшибает память о существенном. Как-то забывается, что наш слон, наша надежда, наш братан, наша любовь Дональд Трамп уже без 6 недель как год квартирует в Белом доме, а война что-то как-то никуда не делась. Конца и края ей не видно, еще и кризис тут какой-то к нам подобрался. Если всюду видеть некий заговор, можно решить, что власти специально подкидывают гражданам сравнительно мелкие скандалы. Так ли это, обсудим после рекламы. Посмотрите, пожалуйста. У вас бывало такое, что смотришь западные рождественские фильмы, и все как-то по-другому? Цвета более яркие, жизнь более интересная, рождественские елки и те более пушистые, чем те, что мы привыкли видеть. Конечно, это магия кино, цветокоррекция, хороший сценарий и премиальные пихты Фразера. Но их, кстати, вполне вы можете поставить и у себя дома или в офисе. Заказать такую елку вы можете с доставкой по России, Армении и Казахстану в компании «Та самая елка». Деревья выращиваются экологичным способом на специальных плантациях в Бельгии, Шотландии и Дании. Затем их отбирают вручную, чтобы у вашей елки была густая крона, правильная конусовидная форма. А еще такие пихты совершенно не колют руки, у иголок округлые конечности. Вот так вот. Пахнут они замечательно, хвоей и немного цитрусом. А если вы из Москвы или Санкт-Петербурга, или из Московской или Ленинградской области, доступны дополнительные услуги по установке и утилизации елки. Вам не придется выбирать елку лично. Достаточно выбрать размер на сайте, заказать установку, если хотите, и тогда вам останется только нарядить. С промокодом КАЦ на елку действует скидка 10%. Заказывайте прямо сейчас, чтобы создать новогоднюю атмосферу пораньше. До праздника не осыпется, а если осыпется, то компания елку заменит или вернет деньги. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу, продолжаем. В принципе, если всюду видеть замысел и заговор, можно решить, что власти специально подкидывают гражданам один за другим сравнительно мелкие скандалы. Нулевая бабка Долина, блокировка Роблокса, и все это, чтобы у людей никакая общая картина в голове не складывалась. Но в коварные замыслы и зловещие заговоры мы не верим. Если бы российское государство так лихо умело в управлении, мы жили бы в другом мире. Не факт, что лучше нынешнего, но точно в более упорядоченном. Что если, получив новые рейтинги «Единой России» к выборам, администрация президента спустила в Роскомнадзор разнарядку побесить людей, чтобы они на него и сагрились, на этот Роскомнадзор? Представить себе такое очень и очень непросто. Не настолько наше государство единый и неделимый механизм. Не настолько успешно директивы проходят сверху вниз. И уж точно каждое отдельное ведомство не руководствуется высокими политическими мотивами. Всякий действует по своему плану и преследует свои интересы. Надо думать, именно это на самом деле и происходит. Перед Роскомнадзором поставлена долгосрочная задача – поэтапно изолировать российский интернет. Наверняка существуют и дедлайны какие-то. К какой дате блокировать такие-то и сякие-то сервисы? Ну или хотя бы в целом, сколько их должно быть к такой-то дате заблокировано в штуках? Дедлайны эти к общеполитической ситуации и действиям других ведомств не привязаны никак. Роскомнадзор просто последовательно громит интернет по собственному графику. Для других ведомств, а еще для пропаганды, эти погромы каждый раз становятся сюрпризом. Публику к блокировкам тем более не готовят. Задним числом уже начинается кампания по минимизации ущерба. В случае с Роблоксом какие-то совершенно одноклеточные методички, где предлагается объяснять детям, какого фига государство отобрало у них любимые игры. Написаны эти методички самым скучным языком. Походу, их авторы считают, будто все российские дети ни в интернете не сидят, ни мозгом не пользуются. Как иначе объяснить заходы в духе «предложите ребенку рассказать, что он больше всего любил в Roblox и поискать альтернативы»? Действительно, если вам в автомобиле нравится звук двигателя, то хорошей альтернативой станет кофемолка. А чё? Она ж тоже на высоких оборотах визжит, как резаная. Явно никто ни к чему не готовился. Явно действие машины РКН, запущенной когда-то раньше, никак не согласуется с текущим моментом. Просто пришла очередь Роблокса по внутреннему расписанию регулятора. Ну или просто под руку попался по количественному какому-то плану. Есть более интересный вопрос. Чем является разнарядка для Роскомнадзора о новой волне блокировок? Часть ли это более широкого плана? К чему хотят в конечном итоге прийти? Ответ к полной изоляции Рунета верный, конечно, но не полный. Потому что это прогноз, что они будут делать. А нас интересует,
Зачем они это делают? Ну, с Ютубом все понятно. Ютуб – зона свободной журналистики. К тому же при исправном Ютубе любые планы на ВК-видео можно смело отправлять в помойку. Блокировка Ютуба – такая задача, где сходятся интересы политические и коммерческие, интересы цензурных ведомств и тех, кто хочет воровать на создании отечественных аналогов. Блокировка мессенджеров, в частности Телеграма, тоже в какой-то степени объяснима. Телеграм у нас стал главной площадкой хостинга независимых СМИ. У иных каналов охват больше, чем у главных провластных онлайн-медиа. А вот глобальный замысел с Роблоксом не настолько ясен. Ну да, дети и молодежь там знакомятся, общаются, находят новых друзей, в том числе зарубежных. Какие-то новости получают в обход официальных каналов. Ну и что? Если есть опасения, что их там чему-то дурному научат, что они начальство разлюбят, то все равно не очень понятно. Ведь, будем честными, когда мнение молодежи наших пожилых вождей вообще интересовало? Кроме того, блокировка любимой игровой платформы любви к начальству точно не добавит. Молодежь может быть интересна российскому государству исключительно в одном качестве – в качестве пушечного мяса. Больше она, с точки зрения Путина, ни для чего не годится. Российское начальство явно считает, что полностью продолбало поколение, которое родилось и выросло при нем. Ну что это такое? Как только кто-то заикнулся о частичной мобилизации ради священной войны, так сразу население Тбилиси, Еревана, Алматы и Бишкека аномально выросло за счет молодых россиян. Российское начальство точно недовольно сложившейся ситуацией, когда воевать приходится мужиками прилично за 50 и за 3 миллиона рублей каждый. Конечно, начальству хотелось бы, чтобы молодые люди бесплатно в очередях на призывные пункты стояли. Наша гипотеза состоит вот в чем. Такого рода блокировки, включение их в план Роскомнадзора, скорее стоит в одном ряду не с запретами WhatsApp и Telegram, а с разговорами о важном. С государственными усилиями по идеологической индоктринации детей. Что ты сделаешь с поколением, которое уже выросло? С 20 и 30-летними? Уже ничего. По мнению начальства, люди эти навсегда покусаны либерализмом. Они очень прозападные и, что хуже, убеждены, что их жизнь чего-то стоит. Эти граждане отрезанный ломоть. От них, кроме угрозы, ничего не исходит. Начальство понимает, как только появится возможность, эти снова выйдут протестовать. Как только будет шанс начальство свалить, они немедленно им воспользуются. И, надо сказать, в этом прогнозе власти не ошибаются. Но если вам нужно воспитать поколение под себя, недостаточно загрузить бесполезной работой уставших от жизни и перегруженных бумажной волокитой учителей, вменив им в обязанность еще и быть политруками. Справляться-то они будут с этим всем плохо и без энтузиазма. Недостаточно превратить телевизор в круглосуточный транслятор людоедства, тем более что молодежь телевизор не особо-то и смотрит. Никакая идеологическая накачка не будет работать без главного инструмента идеологизированных государств – без монополии на информацию. Вы можете школьнику на уроке хоть обрассказываться, что в Украине, Европе и странах НАТО люди с пёсьими головами приносят в жертву русских младенцев, как только увидят. Когда школьник придет домой, он включит Roblox, поговорит в голосовом чате с украинским школьником, и на этом все ваши усилия по идеологической накачке сведутся к нулю. На детей российское государство строит вполне определенные планы. И для их реализации пытается создать вокруг них информационный вакуум, где никакой другой картины мира, кроме государственной, просто не существует. Проблема у государства тут та же, что и с остальными блокировками. Вы имеете шанс на успех, если информационная среда была закрытой с самого начала. Если сам местный интернет выстраивался вокруг принципа «не разрешено, значит запрещено». А у нас даже ученики начальных классов с младенчества сами решали, что смотреть, во что играть и чем в интернете заниматься. Они привыкли к возможности выбора. Они уже впитали достаточную свободу, чтобы, во-первых, возмущаться, когда ее отбирают, а во-вторых, возвращать ее себе. Нет особых сомнений, что российские родители, даже те, которые ленились искать для себя обходы блокировок или жалели 500 рублей в месяц, или не хотели возиться с настройками, теперь купят и разберутся. Ведь теперь надо не им, а детям. Никто не хочет, чтобы его ребенок был отщепенцем в классе. У всех родители разобрались и все играют в Roblox, а мой как лох с пейджером ходит. Государство хочет воспитать поколение под себя. Поколение, которое можно будет дешево убить. Но воспитательный момент оно давно профукало. Это плохая новость для начальства, но для нас с вами хорошая. Обходите блокировки. Возвращайте детям Roblox. До завтра.